Всем привет! Мне нравятся часы Timex, потому что это бренд с историей. Мне нравится их подсветка Indie Glow. Мне нравится их ценовая политика. Мне нравится их серия полевых часов. И мне нравится их линейка Expedition. И сегодня как раз на обзоре одна из таких моделей. Это не очень новая модель, но давно хотел ее взять на обзор. Обозначения, которые не очень запоминающиеся, но мы знаем, что это Expedition. Вот так они выглядят. Итак, вот они, красавцы, вблизи. Да, их особенность — это второй дисплей электронный, который может отображать как текущее время, так и день недели или число, а также другие функции. Сейчас мы с ними подробно познакомимся. Корпус пластиковый, но это не простой пластик, это похоже на какую-то керамику или какой-то прочный пластик в виде какого-то композитного материала. Безель вращается с кликами, с щелчками в обе стороны. Случайно вряд ли он у вас повернется, потому что он с некоторым усилием прокручивается. Достаточно жесткий ремешок, нейлоновый, двухслойный. С одной стороны такой коричневый цвет, с другой черный, достаточно такой угловатый, с острыми углами. Здесь такой стоппер резиновый, да, пластиковый. Так достаточно грубовато выглядит на пряжке Timex. Следующим образом выглядит на запястье. Достаточно удобные в плане того, что они небольшие и весят очень мало. И можно, собственно, даже забыть, что они у тебя на запястье. Очень приятный циферблат, приятный такой цвет, очень четкие метки, все очень четко, красиво. Давайте сделаем замеры. Вес 37 грамм всего, но понятно, они кварцевые, еще корпус у них такой пластиковый. 40, я бы сказал, миллиметров. В спецификации вроде бы указано 39, скажем так, 39-40. От ушка до ушка меньше 46 миллиметров, то есть достаточно компактные. Толщина, до 12, с учетом такого безеля большого, выступающего над стеклом. Я думаю, что это очень хорошие размеры. И да, безель выступает над стеклом, что придает некоторый уровень защиты от ударов. Если какие-то будут удары, безель примет на себя первый удар, и стекло имеет больше шансов остаться целым. Давайте пройдемся по режимам и дальше рассмотрим внимательно поближе эти часики. Линейка часов Timex Expedition предназначена для активного образа жизни. Это недорогие часы, созданные выдерживать все испытания, выпавшие на их долю. Особенностью данной модели является одновременно аналоговое и цифровое отображение времени. К слову, на электронном дисплее можно настроить отображение текущего времени во втором часовом поясе, а также месяца, числа и дня недели. Экран имеет вырез в форме дуги, и цифры на экране отображены полукругом. Выше экрана нанесена надпись Expedition и класс водозащиты 100 метров. Кстати, многие модели часов Timex имеют уровень водонепроницаемости всего 50 метров, так что эта модель имеет выгодное преимущество. Сверху под цифрой 12 красным нанесена надпись Timex. Красным же цветом окрашена и секундная стрелка. Часовая и минутная стрелки окрашены белым цветом и имеют четкий черный контур. Это делает стрелки довольно контрастными. Часовая стрелка весьма короткая и имеет форму стрелы. Цифры, обозначающие часы 5, 6 и 7 в нижней части, отсутствуют. На этом месте расположен дисплей.
По внешнему контуру от часов мелким шрифтом размечены минуты с интервалом 5 минут, а дальше на ранте отображены часы в 24-часовом формате. Все риски на шкалах выполнены четкими черными линиями и смотрятся аккуратно. С 4 сторон на месте кнопок имеются надписи, обозначающие функцию кнопки. Indiglow – подсветка, Mode – режим, Set – установка, Alarm – будильник. Сами кнопки простые, пластиковые. Заводная головка удобная. Материал корпуса – прочный полимер. Ремешок имеет некие перемычки, изготовленные из пластика. Не уверен насчет их функции. Сам ремешок очень жесткий и в местах швов имеет довольно грубую поверхность. К счастью, ремешок можно легко заменить на любой другой с шириной 20 мм. Безель имеет небольшой подъем над стеклом, что немного его защитит от ударов. Безель вращается с щелчками в обе стороны и имеет достаточно большой ход или люфт. Цифры на безеле отображают минуты. Все цифры и шкалы на циферблате нанесены краской, но благодаря внешнему ранту циферблат приобрел глубину и в целом смотрится интересно. Стрелки имеют подсветку. Начальная подсветка вполне яркая, но не уверен, насколько она продлится. Тем более, что никакие метки часов не подсвечены. Но это небольшая проблема, потому что это Timex с Indiglo. И мы видим, подсвечен весь циферблат, в том числе цифровой. Здесь также есть так называемый ночной режим. Это значит, при взаимодействии, то есть при нажатии любой кнопки, загорается экран. Но если вам это не нужно, то эту функцию можно отключить долгим нажатием на кнопку Indiglo до звукового сигнала. Вот. Теперь я нажимаю какие-то клавиши, подсветка не загорается, и только если нажать Indiglo, то экран загорится. Причем он не горит 3 секунды или 2 секунды, он горит столько, сколько вы держите кнопку. То есть пока вы ее держите, вы видите время. Так, что интересно, время, которое отображается стрелками, и время, которое отображается на часовом, на электронном табло, оно не синхронизировано между собой, и можно по-разному настроить, например, 2 разных часовых пояса. Итак, чтобы установить время на электронном табло, мы зажимаем кнопку Set на 2 секунды. Написано Hold, удерживайте. Итак, вот секунды. Так, сейчас я дождусь 0 секунд и сброшу. Оп. Далее Mode, чтобы перейти на минуты. Это часы, окей. PM, час, 2, 3 часа. Дальше снова Mode. Оп. Так, 30. Чик. Так, у нас 22 год. 22. Месяц 10. 25 число. День недели нет, не четверг. Вторник. Вторник, отлично. 12-часовое или 24-часовое отображение. Мне удобнее все-таки 24-часовое отображение. Так, наверное, Set. Снова Set нажимаем. Ну вот, со временем разобрались. Теперь электронное табло, отображающее время, и стрелки, они синхронизированы между собой, потому что их можно настроить как угодно, вплоть до того, что не только часы будут отличаться, как для разных часовых поясов, но даже и минутные, и секундные секунды могут отличаться. То есть они совершенно не синхронизированы между собой. Настраиваешь одно отдельно, настраиваешь другое отдельно. Далее установка второго часового пояса. Выбираем мод. Так, вот T2. И зажимаем Set на 2 секунды. Видите, Hold написано. Итак, второй часовой пояс. И вот этой кнопкой верхней мы устанавливаем значение. Скажем, например, 4:39. Так.
число, месяц, получается, такой же должен быть. Число тоже такое же должно быть, потому что в разных часовых поясах в целом возможно, что отличается дата. А день недели тоже должен быть вторник. Ага. И чтобы закончить настройку, снова нажимаем вот эту, вот эту set. Оп. Все. У нас часовой пояс второй. В целом, возможно, да, отображение вот основного времени на стрелками и второй часовой пояс на электронном табло. И обратите внимание, что часы и минуты отображаются, а вот секунды не отображаются. Вместо секунд обозначение, что T2, второй time zone 2, второй часовой пояс, чтобы не перепутать одно с другим. Ну и чтобы посмотреть день недели, можно зажать вот эту кнопочку, и на несколько секунд нам покажут месяц, число, день недели. Что если мы хотим всегда иметь отображение числа дня недели вместо электронного отображения времени текущего? Для этого мы зажимаем вот эту верхнюю кнопку до звука, и все. Мы зафиксировали. Теперь месяц, число, день недели всегда отображается, и если мы хотим посмотреть время в электронном формате, мы так же, как мы смотрели дату, мы просто нажимаем эту кнопку, и на 2-3 секунды мы видим время в электронном формате. Далее будильник. Нажимаем эту кнопку, когда мы видим аларм для первой часовой зоны, то есть для основной. И для установки нажимаем Set. Время. Ну, скажем, давайте сделаем чуть больше, чем текущее время. Так, я жду, сработает ли будильник. Отлично. Ага, будильник работал примерно 20 секунд. Далее, здесь есть таймер. Alarm TR это таймер. Set. Установим. И он может отсчитывать время до 24 часов. То есть это таймер обратного отсчета. 24. В общем, 24 часа мы не будем ждать. Мы десятки минут тоже не будем ждать. Сделаем таймер на 1 минуту. Установим. И запустим. Запускаем вот этой кнопкой верхней. Я немножко промотаю, чтобы не заставлять вас ждать минуту. И когда таймер досчитает до конца, сработает звуковой сигнал. Вот, это таймер. Так, далее. Секундомер. Хронограф по-другому. Таймер. Вот. И у него есть два режима. Lap — это круг. Что происходит? Вы бежите, например, и вы замеряете круг, например, 10 секунд, замерили один. Здесь вы видите, за сколько вы пробежали круг, но время продолжает отсчет, и вот здесь мигает буква L, lap, да, вы даже можете посмотреть вот этой кнопкой, нажать и посмотреть еще раз. И каждый круг начинается с нуля, например. Видите, было 17, сейчас вот 5. Каждый раз круг начинается заново. Ну и остановим. Минус этого режима в том, что нельзя посмотреть
все круги здесь, то есть нет такой комбинации кнопок, чтобы посмотреть все значения кругов, за которые вы пробежали. То есть нужно это куда-то записывать или запоминать, а посмотреть уже никак нельзя. Если я не прав, и если вы знаете, как это сделать, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что я не разобрался. Итак, далее. Это был режим Lap, круг, есть режим Split. В чем отличие? В том, что вы также можете замерять отрезки времени, но в случае с Lap, круг, каждый раз при каждой отсечке отчет начинается с нуля заново, а Split отчет продолжается. Ну, в общем, такой режим сейчас я продемонстрирую. То есть замеряется что-то одно, Split, то есть опять же буква S мигает, отсчет продолжается. Еще отсечка, и вы видите, что отсчет продолжается не с нуля, а с того момента, в котором мы, собственно, с самого начала. То есть мы время никак не останавливаем, не сбрасываем, а отсчет идет линейный. Это, собственно, все насчет функций. Ремешок имеет вот такие вот как насадочки. И на пряжке Timex, а в остальном ничего примечательного. Два слоя двухцветных, он достаточно жесткий, как я уже говорил, и вот этот конец, он такой угловатый, острые углы достаточно неприятно, поэтому я попробовал другой на то одеть, благо это стандартные ушки 20 миллиметров, много можно найти вариантов такой оливковый или цвета хаки, немного сочетается с цветом корпуса, тоже черный цвет сам по себе достаточно нейтральный, но в данном случае он еще сочетается с цветом безеля, безель здесь черный, хотя с корпусом он немножко, не знаю, интересный вид. Есть еще, конечно, такой вариант песочный. К сожалению, это у меня не оказалось 20-миллиметрового ремешка такого цвета, только 18. То есть видно, да, что он немножко уже. Но в целом по цвету цвет циферблата тоже песочный, цвет ремешка песочный. В общем, скажите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях, какого цвета ремешок сделать. Спасибо. В общем, я пока оставлю с этим ремешком. Да, он простой, дешевенький, но мне кажется, он лучше. Он и сочетается лучше по цвету, и он мягче, не такой, он жесткий. А вот этот родной, я даже не знаю, почему они решили такого цвета сделать. Он как бы ни с чем не сочетается по цвету. Мне кажется, что немножко такое странное цветовое решение. Но, в общем, пишите в комментариях ваше мнение. Я благодарю вас за просмотр этого видео, прощаюсь и всем пока.